На медне Дональд Трамп пригрозил Путину. Если тот не согласится на сделку о мире с Украиной, то он, Трамп, договорится с саудитами. Те обрушат цены на нефть, и Путину будет не на что воевать. Это любопытное продолжение заочного диалога, поэтому давайте его сегодня обсудим. Начнем с простого вопроса. Каково состояние российской экономики при нынешних ценах на нефть? Цены на нефть Brent последние 2 года болтаются в районе плюс-минус $80 за баррель. Относительно марки Brent российский Urals продается с заметным дисконтом. При этом значительная доля российской нефти торгуется по серым схемам. Соответственно, дополнительные издержки на обслуживание теневого флота, транзакционные издержки, связанные с проведением платежей кружным путем. Но даже со всеми этими оговорками нефть стоит очень комфортных денег. Торговля нефтью сверхприбыльна и стабильно насыщает Россию валютой, а федеральный бюджет – налогами. Вот только федеральный бюджет и экономика в целом уже не тянут войну. Доходы от продажи энергоносителей огромные, но постоянно растущую стоимость войны не покрывают. Не просто так многие эксперты аккуратно сравнивают нынешнюю ситуацию с закатом советского строя. Сходство действительно прослеживается. Рабочие руки и производительные мощности перетягиваются в непроизводительный военный сектор, образуется дисбаланс спроса, обеспеченного государственными инвестициями, и предложения. Проще говоря, убитый под Авдеевкой столяр никому табуретку больше не стругает, зато его вдова создает спрос на табуретку в свежекупленную квартиру. Война на линии фронта каждый день требует все больше денег. И все больше граждан и предприятий вместо того, чтобы делать что-то полезное, превращаются в потребителей бюджетных средств с нулевой производительностью труда. Результат их работы взрывает очередной жилой дом в украинском поселке. В экономике нарастает неэффективность, и закрывают ее нефтяными сверхдоходами. Чем выше неэффективность, тем выше роль этих сверхдоходов, чтобы хоть как-то в бюджете концы с концами сводить. Как было до войны, с привычной для российского правительства консервативной бюджетной политикой, с большими накопленными резервами. Если случалось падение нефтяных доходов, это было неприятно, конечно, но не прям ужас-ужас. Теперь же, через 3 года полномасштабных боевых действий, когда накоплены огромные дырищи, когда за все и всюду надо платить, а резервы в значительной степени потрачены, падение цен на нефть становится критической проблемой. Ведь экспорт энергоносителей – одна из немногих эффективных отраслей нынешней российской экономики, которая генерирует реальные доходы, а не рисует формальные цифры. Мол, танк произвели, ВВП и вырос. Когда Трамп говорит «я буду играть на снижение нефтяных цен, и это помешает России вести войну», он в сущности прав. Если ко всем сегодняшним сложностям, к дефициту бюджета, к гигантской инфляции при конской ставке, к ползучей девальвации прибавить еще и отощание валютной трубы, то труба настанет всему остальному. Первое и самое очевидное последствие, если завтра нефть подешевеет до $40 или ниже и долго на этом уровне останется, ни о каком удержании доллара в районе 100 рублей не будет и речи. Девальвация рубля – первый неизбежный и самый очевидный эффект. Девальвация неизбежно повлечет за собой инфляцию, которую государство встретит с исчерпанными монетарными инструментами. Никакое повышение ставки уже очевидно ничего не стабилизирует. Продолжительное падение нефтяных цен в сочетании с проблемами российской экономики, в сочетании с войной, за которую нужно платить каждый день, не сравнится ни с какими санкциями. В такой ситуации бюджет резко теряет доходы, почти моментально исчерпывает остатки резервов, и система встает перед 2 перспективами, одна другой хуже. Первый вариант – резкое сокращение государственных расходов. При нынешней зависимости экономики от бюджетных средств это автоматически означает масштабный кризис, тяжелейшую рецессию, остановку целых отраслей, отчего дефицит кадров сменится безработицей. Второй вариант – расходы бюджета придется покрывать за счет печатного станка. Не так, как сейчас, не скрыто и аккуратно через обходные схемы, а прямо штамповать новые деньги в больших количествах. Если Центробанк будет оплачивать бюджетные расходы посредством штамповки денег, это быстро приведет к инфляционной спирали, и рубль перестанет быть валютой. При нынешнем дисбалансе экономики, при нынешней военной нагрузке, когда государство платит всем за все и вообще является единственным инвестором, главным работодателем и потребителем, падение нефтяных цен – это выбивание единственного стула из-под ног. Буквально ситуация падающего толкни. Но есть ключевой вопрос. Насколько реальна такая угроза?
Может ли Трамп договориться с саудитами, обрушить мировые цены на нефть и принудить Путина к миру? Понятное дело, сейчас некоторые вспоминают Рональда Рейгана и его мифический сговор с Саудовской Аравией. Мол, в результате закулисной договоренности мировые цены на нефть рухнули, что привело к банкротству Советского Союза. Эту красивую байку про сильного и решительного президента, который лихо торпедировал остатки советской экономики, многие принимают за чистую монету. И надо думать, Дональд Трамп и сам из таких людей. С этой историей есть только одна проблема. У нее в реальности нет никаких подтверждений. То есть саудиты действительно нарастили тогда добычу, цены на нефть в 1985 году действительно рухнули с 24 до 10 долларов за баррель. Но участие в данном процессе Соединенных Штатов, наличие какого-то тайного сговора – это чистое додумывание. Идея, что правительство США дирижирует миром, буквально помыкает прайсмейкерами на глобальных рынках, даже в 80-е выглядела неправдоподобно. И тем более сказочной выглядит сейчас, когда мировой рынок нефти вырос по производству и потреблению в разы. Мы не поддерживаем религиозную веру во всесилие США, в их роль мирового правительства, в способность влиять на поведение суверенных государств, так что вариант с давлением на саудитов обсуждать не будем. Будем обсуждать, что Трамп действительно может сделать. И зачем, самое главное, он все это говорит и сейчас делает. Но перед этим небольшая реклама. Посольство Казахстана в России с 1 января приостановило выдачу ИИН – индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам. А без ИИН россияне не могут открыть счет в казахстанском банке. Сейчас никакие компании с этим не помогут. Такая возможность уже исчезла. Но все еще можно открыть карты в банках других стран. Команда MasterCard KZ проанализировала рынок и подобрала наиболее выгодные варианты открытия зарубежных счетов россиянам в 2025 году. Вы сможете получить заветную карту иностранного банка, с помощью которой будете оплачивать сервисы, арендовать отели и авто за границей, принимать и получать деньги практически из любой точки мира. Сможете снова расплачиваться Google и Apple Pay и чувствовать себя в мире более свободно. Для открытия карты сейчас достаточно действующего загранпаспорта, а пополнять ее вы сможете прямо со счета российского банка. Комиссия за пополнение небольшая, около нуля, что очень удобно, если вам нужно перевести за рубеж большую сумму. Счет будет в евро или в долларах. Вы также сможете открыть дополнительный счет в другой валюте. Удаленно открыть зарубежный счет пока еще возможно. Переходите по ссылке в описании, чтобы подобрать максимально выгодный для себя вариант, узнать условия открытия и получить скидку до 15 тысяч рублей на услуги команды. Ну или просто назовите промокод CATS менеджеру при заказе, и тогда скидка тоже будет. Продолжаем. Поговорим о том, что Трамп действительно может сделать. Дональд Трамп может и будет вести себя как классический республиканец. Дерегулировать нефтяной рынок, снимать экологические ограничения, снижать налоги, создавать режим максимального благоприятствования для промышленности в целом и добычи энергоносителей в частности. Политика Трампа в отношении энергоресурсов, вне всяких сомнений, окажет влияние на мировые цены. Но не это самое главное. Рынок нефти сейчас устроен так, что в большей степени на него влияет изменение спроса. И если Трамп начнет делать то, что обещал, развяжет торговую войну с Китаем, введет тарифы и пошлины во все стороны, это затормозит и американскую, и китайскую, и мировую экономику в целом, что неизбежно приведет к снижению цен на нефть. Но вряд ли американский президент руководствуется такими хитро сочиненными соображениями. Скорее мы имеем дело с чем-то другим. С декларацией о готовности идти до конца, с тем, чтобы показать Путину его же отражение. Дональд Трамп сейчас в уникальном положении. Он выиграл выборы, у него большинство в обеих палатах парламента и Верховный суд с устойчивым консервативным большинством. Еще целых 2 года до перевыборов в Конгресс эта конфигурация уже никак не изменится. У Трампа достаточно времени. Он не тратит деньги на войну, у него не горят каждый день нефтебазы и НПЗ, не гибнет куча солдат. Над ним не висит проблем, которые нужно решать прямо сегодня, потому что завтра будет поздно. Все его угрозы о тарифах, о санкциях, о давлении на нефтяной рынок – это обозначение диспозиции. Либо ты делаешь, как я сказал, либо я тебя все равно доковыряю. Так или иначе, не мытьем, так катаньем. Ты не можешь воевать бесконечно. Всем рассказываешь, что можешь, но на самом деле это не так.
У тебя нет столько людей, нет столько денег, нет такого запаса прочности, чтобы хватило на годы вперед. А я могу попробовать тебя продавить так, могу сяк. Действия против тебя мне ничего не будут стоить. И через год для меня ничего особо не изменится. А вот у тебя все становится хуже буквально каждый день. Спустя 2 года у меня все будет точно так же, как сейчас. До выборов далеко, да и избираться мне не надо. Парламент лоялен, ресурсов, как у дурака фантиков. А у тебя будет уже 5 лет войны. Рано или поздно у тебя что-то дотреснет. Либо люди закончатся, либо экономика всего этого не выдержит. Цены на нефть упадут, и платить за войну станет нечем. Рано или поздно ты выдохнешься, а я буду бодрячком. Отвергая мои условия сейчас и затягивая время, ты делаешь хуже исключительно себе. Словно специально дожидаешься момента, когда ослабнешь настолько, что сам приползешь ко мне за сделкой на любых условиях. Трамп не просто так раз за разом повторяет про разрушенную российскую экономику. Это все разговор в одну сторону. У тебя деньги закончатся годом раньше или годом позже, но закончатся. А у меня не закончатся никогда. Ты не можешь со мной играть на 2 своих любимых досках, на бабле и на времени. Ведь и того, и другого у меня неизмеримо больше. Вся внешняя политика Путина строилась на характерной позе. Мол, он не проиграет, потому что может играть вечно. Неважно, сколько раундов для него закончились нокаутом, сколько людей он бездарно положил и денег потратил. Раундов у него сколько угодно. Рано или поздно он додавит. И многие на это велись. Консенсус западного мира, собственно, состоял в том, что Путина невозможно победить, как нельзя одолеть бессмертного. Но Трамп, очевидно, так не считает. Он прямо говорит, спустя 3 года ты едва тянешь войну при $80 за баррель. Еще через 2 года и при бочке по 40 ты будешь банкротом. Соглашайся сейчас, потом условия будут хуже. Такой формат переговоров совершенно не означает, что Трамп преуспеет. Нет гарантии, что если не получится быстрого успеха, он не забудет все свои обещания и угрозы. Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Тем не менее интересно, насколько с Путина слетает спесь, когда его трогают за самые чувствительные места. Когда говорят, ты ведешь эту войну за халявное нефтяное бабло, и если оно закончится, тебе конец. Когда говорят, на самом деле ты блефуешь, ты не можешь воевать без конца, тебе неким и не на что, и мы больше на это не ведемся. К такому тону Путин и его окружение оказались совершенно не готовы. Когда кто-то настолько виртуозно умеет врать и пускать пыль в глаза, что традиционные кремлевские понты раскусывает на раз. Вывод тут можно сделать вот какой. Угрозы Трампа относительно нефти, наверное, скорее нереалистичны. Мировые цены будут меняться под влиянием фундаментальных факторов. Никакая воля никакой администрации, даже американской, тут прям сильно ничего не изменит. Но смена стилистики разговора от просьб и заискиваний к прямым угрозам явно стала полной неожиданностью для Кремля. На этот случай не было никаких заготовок. Так что следить за развитием событий будет интересно. До завтра.